Мы привыкли видеть его на экране, благородного, ироничного, почти неземного. Он входил в кадр так, будто появился не из гримерки, а из другого мира. Тихий голос, внимательный взгляд, легкая, почти неуловимая улыбка. Но настоящего Олега Янковского знали совсем немногие. В театре он прожил больше 30 лет. Приходил раньше всех, уходил позже, мог отказаться от роли, если считал ее нечестной, и никогда не устраивал скандалов. Коллеги вспоминают: он был мягким, но не уступчивым, вежливым, но принципиальным. Каким же был Янковский на сцене и за кулисами, когда выключались камеры и аплодисменты? О его жизни в целом мы уже рассказывали. Сегодня о другом. О театре и характере. О том, каким его знали партнеры по сцене, режиссеры, гримеры, осветители. О той работе, которая оставалась за кадром, но именно она сделала его тем самым Янковским, которого помнят до сих пор. 1965 год. Молодой, худой, длиннорукий парень, только что окончивший Саратовское театральное училище, переступает порог Саратовского драматического театра. Никакой звезды, никакой особой судьбы, обычный выпускник, один из многих. Но именно там, на провинциальной сцене, начался настоящий Олег Янковский. Он потом говорил: «В Саратове я научился главному – уважать зрителя и уважать себя». Для него спектакль никогда не был отработкой смены. Каждый выход на сцену – как экзамен, каждая роль – как новая жизнь. В Саратове он сыграл множество разных персонажей – молодых героев, романтиков, людей сломанных и людей светлых. Одной из самых заметных стала роль князя Мышкина в «Идиоте» по Достоевскому. Художник спектакля вспоминала, что на репетициях с Янковским случалось странное. Он так входил в состояние героя, что под глазами проступали темные круги, лицо становилось другим, будто человек за одну репетицию прожил несколько тяжелых дней. Это была не игра, это было проживание. Но при всей глубине он никогда не превращал театр в трагический подвиг. Он не ломал себя на показ, не страдал демонстративно. Внешне спокойный, сдержанный, почти застенчивый. Внутри постоянное напряжение, работа над собой, поиск правды роли. В Саратове он проживет 8 лет. Этого достаточно, чтобы стать ведущим актером театра. И все-таки однажды его путь круто изменится. Начало 70-х. Кино уже замечает Янковского. Он появляется в фильмах, его лицо начинают узнавать по всей стране. Но приглашение, которое действительно меняет его судьбу, приходит не с киностудии, а из театра. Московский театр имени Ленинского комсомола, будущий Ленком, зовет его в труппу. Для провинциального актера это могло бы стать поводом для гордости и высокомерия. Но в Москву он приезжает совсем не как звезда из Саратова. Коллеги вспоминали: он вошел в театр так, как будто пришел проситься на работу, а не как уже известный артист. Очень вежливый, очень внимательный, как будто прислушивался к каждому. В кино к тому моменту он уже был заметен. Но в Ленкоме он снова становится младшим. И это его не смущает. Инна Чурикова рассказывала: Олег Игоревич пришел к нам уже состоявшимся киноактером, но в театре вел себя как студент первого курса. Никакой звездности. Он хотел просто работать. Он проживет в этом театре 36 лет, до самого конца. Это очень точная характеристика его характера. Он не любил менять берега ради выгоды, ради моды, ради удобства. Если выбирал, то надолго. Обычно зритель видит только результат. Зал, свет, костюмы, музыка, готовый спектакль. Но настоящим театр становится на репетиции. И там Янковский был совсем не тем легким и ироничным принцем, которого все ждали на сцене. Он приходил заранее. Не за 5 минут до начала, а за час. Гримерная – его маленький мир перед выходом. Никакой громкой музыки, никаких шумных компаний. Сценарий, тишина, размышления. Он мог долго смотреть в зеркало, будто прислушиваясь не к отражению, а к тому, что творится внутри. Коллеги говорили: он никогда не позволял себе выйти на сцену наавось. Даже если роль игралась сотни раз, он все равно готовился, как в первый. Режиссеры отмечали удивительное качество. Он терпеливо, почти по-детски внимательно пробовал разные варианты. Никакого «я лучше знаю», никакого артистического самолюбия, которое так часто мешает на репетициях. Был случай, при разборе сложной сцены режиссер долго не мог объяснить, чего хочет. Другой актер вспылил бы, начал спорить, обижаться. Янковский лишь мягко сказал: «Давайте еще раз. Я, наверное, пока не понял. Это моя проблема». И пробовал снова, пока не находил то самое верное решение. Он мог отрабатывать мизансцену десятки раз, доводя движение до точности, но при этом на сцене все выглядело так, будто он только что придумал этот жест. Вот в этом и была его сила.
Колоссальная внутренняя дисциплина, скрытая под легкостью. Когда зажигались рампы и поднимался занавес, перед зрителем возникал уже другой человек. Не уставший актер после многочасовой репетиции, не задумчивый интеллигент из гримерки, а тот самый Янковский, которого все любили. В Ленкоме он сыграл множество ярких ролей. Героев, ироничных наблюдателей, людей, разрываемых сомнениями. Он обладал редким даром быть естественным в любой, даже самой театральной ситуации. Не играть, а существовать. Партнеры по сцене вспоминали, с ним рядом становилось легче. Он как будто задавал другой, более высокий тон. Хотелось подтягиваться к нему. Был эпизод, о котором многие потом говорили за кулисами. Во время одного спектакля партнер Янковского вдруг забыл текст, целый кусок. Пауза повисла тяжелая, неловкая. Любой актер знает, как страшна такая тишина на сцене. Янковский, играя сцену, лишь чуть изменил интонацию, задал наводящий вопрос, как бы по роли, и мягко, незаметно подвел партнера к нужной фразе. Зрители даже не поняли, что только что произошел провал. Для них это была просто живая, импровизационная сцена. После спектакля партнер подходил к нему серьезно и растерянно. «Вы меня сегодня спасли». Он лишь отмахнулся. «Да бросьте. Главное, что спектакль не пострадал. Для него важнее всего был не собственный успех, а целостность спектакля. Если надо было, он прикроет чужую ошибку, возьмет на себя лишнюю нагрузку, но никогда не станет подчеркивать чужой промах ради собственной яркости. Он был народным артистом, лауреатом госпремий, любимцем миллионов зрителей. Он мог бы позволить себе многое. Капризы, особые отношения, звездные условия. Но в театре этого не было. Осветитель, работавший с ним долгие годы, рассказывал, он всегда здоровался со всеми. Неважно, ты артист, режиссер или просто рабочий сцены. Для него театр был общим домом, а не личным троном. Он не любил шумных компаний после спектаклей. Чаще выбирал тихий разговор в узком кругу или вовсе одиночество. При этом не был холодным или надменным. Он был внимательным, слушал больше, чем говорил. Не любил сплетни и закулисные войны, которые так часто разъедают театры изнутри. Говорил просто: «Не портите ни с кем отношения». Это не означало, что он всем угождал. Нет, он умел мягко, но твердо отстоять свою позицию и при этом не унизить собеседника. Возможно, именно поэтому рядом с ним люди становились спокойнее. С ним не хотелось кричать, спорить до хрипоты, доказывать что-то любой ценой. Рядом с ним хотелось быть приличным. У мягких людей часто принимают доброту за уступчивость. С Янковским так не получалось. Он был вежлив, спокоен, интеллигентен, но при этом обладал твердым внутренним стержнем. Он умел отказываться. И делал это, когда считал необходимым. Он не гнался за количеством ролей, не хватал все подряд. Строго отбирал то, что соглашался играть. Если роль казалась ему фальшивой, написанной по заказу, если в ней не было правды, он мог спокойно сказать «нет», не устраивая громких скандалов, не хлопая дверьми, а просто объясняя: «Это не мое. Я не смогу сделать это честно». Особенно осторожно он относился к ролям, где от актера требовали превращения в рупор чьей-то идеи. Он не любил, когда искусство становилось пропагандой. Однажды, обсуждая подобную работу, он заметил: актер не должен переламываться душой под тяжестью ролей. Если роль ломает, а не открывает, значит, в ней что-то не так. Эта фраза многое говорит о нем. Он не был готов платить собой за любую роль, даже если она сулила успех. Уважая профессию, он прежде всего уважал человека в себе. И этого принципа он не нарушал. Интересно, как он сам относился к своей популярности. Он не был человеком, который купается в обожании. Скорее наоборот, с некоторой осторожностью относился к славе. Говорил: «Ко мне пришел успех легко, почти случайно, но именно поэтому я к нему и отношусь осторожно. Слава – это не то, что надо все время подогревать. Надо просто честно работать». Он не стремился быть везде, не прыгал из проекта в проект только ради того, чтобы не пропасть с экранов. Однажды заметил: надо беречь себя от избытка. Если актер слишком часто мелькает, он начинает надоедать. Зритель должен успевать по тебе соскучиться. Это тоже было проявлением характера. В мире, где многие готовы на все, лишь бы не исчезнуть из информационного поля, он выбирал тишину, паузы, редкие, но точные появления. Для него важнее было не количество, а качество встреч со зрителем и в кино, и в театре. Когда болезнь вошла в его жизнь, он по-прежнему выходил на сцену. Не для подвигов, не для громких заголовков, а потому что не представлял жизни без театра. Коллеги вспоминали, что в последние годы он стал еще мягче к людям, но еще строже к себе в профессии. Он мог отменить встречу, отказаться от мероприятия, но репетицию или спектакль почти никогда. Иногда врачи советовали ему щадящий режим,
а он все равно выходил под свет рампы. Может быть, потому что именно там чувствовал себя живым, нужным. Зрители, которые видели его в те годы на сцене, говорили потом: он как будто светился изнутри. Ты понимал, что человеку тяжело, но он не жаловался. Он просто играл, честно, до конца. В день, когда его не стало, театр осиротел. Многие говорили: ушел не просто актер, ушел дух целой эпохи. Но в памяти коллег он остался не только как великий артист, прежде всего, как человек. Редкий, благородный, без позы и без лишних слов. Миллионы зрителей помнят его по фильмам, по тем самым ролям, где он был благородным, ироничным, мягким, почти неземным. Но те, кто видел его в театре, говорят, настоящий Олег Янковский жил именно там, между кулисами, за кулисами, в полутемных коридорах Ленкома, на репетициях, где он мог по 20 раз искать нужную интонацию, на спектаклях, где он спасал партнеров и спектакли, в тех мгновениях тишины перед выходом, когда он оставался один на один с ролью. В нем удивительным образом соединились мягкость и твердость, интеллигентность и принципиальность, осторожность и внутренняя смелость. Он не любил громких слов, не говорил о себе как о гении, не требовал к себе особого отношения. Он просто честно делал свое дело, изо дня в день, из роли в роль, из года в год. Может быть, именно поэтому его до сих пор называют не только великим артистом, но и редким, по-настоящему порядочным человеком. Если вы помните его спектакли, если для вас имя Олега Янковского связано с особым временем, напишите об этом в комментариях. Такие артисты живут, пока мы их вспоминаем, не только по киноролям, но и по тому свету, который они оставили в театре и в наших сердцах.